Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я вам приготовила сюрприз. Мужская самая популярная стрижка для лысеющих мужчин. Я таки уговорила своего клиента сняться в этом ролике. Я считаю, это победа, товарищи. Итак, let's go, друзья! Итак, поехали. Вот он, мой клиент, с таким грустным видом. Не совсем уверен, но посмотрим, что получится дальше. Степ 1 или первый шаг. Работаю машинкой насадкой 12 миллиметров. Смело состригаю на турборежиме волосы во всей теменной зоне, а также во всех височно-боковых зонах. Машинкой стригу против роста волос. У клиента волос тонкий, мягкий, и это не лучший тип волос для стрижки машинкой, потому что такие волосы, ну так скажем, достаточно сложно даже машинкой подстричь равномерно. Поэтому периодически нужно расчесывать и обращать внимание на отдельные торчащие волосы. Стригу машинкой до уровня уха на затылке. Это первый шаг. То же самое делаю с другой стороны. Стригу смело. На затылке подстригаю окружность залысины на глубину 2,5 сантиметра этой же насадкой. Вообще именно по этой зоне, ну на мой взгляд, нельзя оставлять длинные волосы, потому что они себя ведут неадекватно. Они могут торчать в разные стороны, развиваться на ветру. Это не красиво, не симпатично вообще. Опять же, это на мой взгляд. Степ 2 или второй шаг. Насадка 9 миллиметров. На высоту 5 сантиметров или на высоту машинки. Стрижем второй шаг. Подстригаю волосы в височно-боковых зонах на высоту машинки с таким закруглением за ухом. Этой насадкой надо стричь уже аккуратнее, чтобы не подстричь волосы степ 1. Потому что особенно новичкам не видно, где 12 миллиметров, где 9. Поэтому ориентируйтесь на сантиметры. То же самое делаем с другой стороны. Стричь нужно обязательно, неоднократно, по одному и тому же месту, потому что волосы мягкие, а это для машинки не подарок. Степ 3 или третий шаг. Насадка 6 миллиметров. Стригу на высоту 2,5 сантиметра от окантовки и ниже. Степ 2. То есть по большому счету я свожу волосы до зоны окантовки. От насадки 12 миллиметров до насадки 6 миллиметров. Также работаю по рисунку, который я только что показала. Эта зона должна уходить на нет за ухом. Чтобы было проще свести, машинку отвожу от поверхности головы. Иначе я слишком высоко зайду на зону 9 миллиметров. То же самое делаю с другой стороны.
Стараемся стричь против роста волос. Степ 4 или четвертый шаг. Дальше начинается самое интересное. Надо на уровне расчески найти третий шаг. Ну, то есть тот, который мы только что стригли. И, продолжая расческу, подстричь волосы под расческу. Очень просто. То есть я ставлю расческу в эту зону и по расческе продолжаю прямую линию. Волосы мягкие, и их далеко не просто стричь. Кому-то легче будет стричь по сухому, кому-то по мокрому, поэтому здесь уже надо будет исходить из конкретного случая. Стригу, чтобы не было резкого перехода от степ 3 к затылочной зоне. Как видите, работаю на расческе. То же самое можно делать и на пальцах, но на расческе это просто реально видно, что я делаю. Волос тонкий и редкий, на пальцах не так явно видно было бы. Степ 5 или пятый шаг. На затылке в П-образном проборе отделяю контрольную зону шириной примерно 4-5 сантиметров. И стригу все волосы в этой зоне на длину 2-2,5 сантиметра. Волосы в контрольной зоне в данной стрижке будут самыми длинными. Степ 6 или шестой шаг. Затем делю контрольную зону на равные две половины. И свожу волосы из контрольного ряда и степ 4. Все очень просто. Здесь, внимание, очень важный момент. До зоны окантовки мы волосы не достригаем. Мы эту манипуляцию не делаем, потому что волосы редкие у зоны окантовки. И если сводить до зоны окантовки, то мы получим проплешины и в зоне окантовки. А нам нужен там массив волос. Поэтому не доходим до низа примерно на 5 сантиметров. Все зависит, конечно, от густоты волос в этой зоне. Если волосы супер мощно густые, то можно, конечно, опуститься и до зоны окантовки. То же самое делаем с другой стороны. В общем, все логично. Нам нужно было свести волосы с передней части головы с затылочной. На затылочной зоне самые длинные волосы, а по бокам и наверху самые короткие. Степ 7 или седьмой шаг. Далее работаем уже с зоной окантовки и волосами в этой зоне. Волос мягкий,
закручивается, топорщится, и под нижним слоем нужно волосы побрить. Работаю машинкой без насадки. Делаю окантовку. Окантовка стрижется параллельно краевой линии роста волос по вот этой схеме. То есть длина в затылочной зоне есть, и окантовка должна сохранять эту длину. Далее окантовка практически под ноль у виска и за ухом. Степ 8 или 8 шаг. В принципе, его можно и не делать. Но я люблю именно подработать по расческе волосы в височно-боковых зонах, хотя это не является необходимым. Я по расческе соединяю все зоны, которые были ранее подстрижены мной насадками. Дело в том, что волос мягкий, и даже эта манипуляция не самая простая при таком типе волос. Поэтому, если не получается, то лучше и не трогать. Степ 9. Филировочными ножницами дорабатываю височно-боковую зону, делаю более плавный переход от коротких волос к более длинным волосам. Это называется тушевка. Делается она исключительно по кончикам волос. На затылке делаю небольшую филировку. Прямыми ножницами убираю антенны, которые могут оставаться после стрижки машинкой. Степ 10. Естественно, без стрижки бороды и усов здесь обойтись не может. Работаю насадкой 4 мм. Далее стригу брови, но это по желанию клиента, обязательно уточняйте у него. Далее стригу машинкой без насадки, оформляю контур бороды. Бороду полностью не убираю, усы, естественно, тоже. Затем специальной насадкой брею волосы вне зоны бороды, а вернее на шее и на скулах, под ноль. Очень удобная вещь этот аппарат. После него абсолютно никакого покраснения на коже нет. И это абсолютно безболезненная процедура для всех мужчин. А бреет она, конечно, прям дай Боже, я бы сказала. Очень хорошо. Вот хотела показать. Практически вот буквально под ноль, как побрили клиента бритвой. И вот что у нас получилось. Клиент счастлив и доволен. А это самый отличный результат. И оценка мастера. Вообще для лысеющих мужчин я такую стрижку считаю number one, потому что только такая стрижка может придать изюминку и шарм, такую брутальность лысеющим мужчинам. Да и не лысеющим, кстати, тоже. Ну, смотрите, красавчик же. С одной стороны такой грустный Дон Кихот, а с другой стороны такой мачо, прям бойскаут. Ой, угадайте, почему же смеется мой клиент, который был напряжен в самом начале? Потому что я ему показала вот эту фотографию и видео чувака в белой маечке, на что он сказал:
Мама мия, кто это? Ну, честно сказать, мои дорогие, этого клиента я уже лет 10 именно так и стригу, а смеется он с себя, потому что я его попросила отрастить максимально бороду и волосы на голове, чтобы создать вот этот супер контраст, чтобы получилось максимально жизненно. Ну, вы понимаете, о чем я. Ну вот, видите, как все просто. Самое главное – оставлять побольше волос на затылочной зоне, а не вот тут вот. Я надеюсь, ролик был для вас полезный. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.